Рассмотрим генерацию и печать трехмерного изображения из 2D фотографии. У нас уже есть ранее разделенный на слои проект, в котором к каждому слою прикреплена карта глубины. Карта глубины сделана дизайнером, слои частично реконструированы. Из этого проекта мы генерируем серию кадров для того, чтобы создать растровое изображение. Растер 20 LPI, программа рекомендует 72 кадра. Нажимаем генерацию и ожидаем завершения процесса. Так, в результате, когда у нас получена серия кадров, мы можем ее просмотреть на экране. Как последовательно, так и каждый кадр в отдельности, если есть необходимость. На экране у нас присутствует так называемая кадрирующая рамка. С помощью этой рамки мы можем выбрать ту зону в исходных изображениях, которая войдет в результирующий кодированный файл. Параметры кадрирующей рамки задаются в свойствах. Мы можем здесь установить ширину планируемого изображения, высоту. Я устанавливаю чуть больше, для того, чтобы потом иметь возможность обрезать по нужному размеру. Используя кадрирующую рамку, я выбираю ту часть изображений, которая не имеет артефактов. И после этого мы можем начать процесс кодирования. Для этого перейдем на закладку лентикулярные изображения. Видим наши размеры, которые мы ввели ранее. Устанавливаем необходимое разрешение и параметры линзового материала. Шаг линзового растра в нашем случае определен по pitch-тесту и равен 20,16. Здесь же мы можем установить параметры настроечной рамки. Это специальная рамка, которая формируется вокруг изображения и предназначена для облегчения процесса совмещения линзового растра с распечатанным изображением. Сохраняем наши параметры. Для предварительного просмотра мы можем посмотреть на экране изображение в уменьшенном размере, например, с меньшим разрешением. Мы видим полученное закодированное изображение на экране. Мы его можем использовать для целей предварительного просмотра. В верхней части изображения мы видим динамическую метку. Такая же меточка размещена в нижней части. Эти метки служат для того, чтобы облегчить позиционирование линзы по центру кодовой полосы. Таким образом, при фронтальном просмотре мы будем видеть 3D изображение четко, попадая в фазу зоны стереоскопического видения. Установим требуемое разрешение и закодируем изображение в файл. Выбираем размещение на диске. Начинаем процесс кодирования. По окончании кодирования программа показывает сообщение. И мы имеем возможность открыть и просмотреть созданный нами файл. Также мы можем сохранить, экспортировать полученные кадры в видеофайл для целей предварительного просмотра. Здесь мы можем выбрать формат, видеоформат, и задать разрешение результирующего файла. Также мы задаем
частоту воспроизведения кадров и количество повторов. Экспортируем кадры. Можем просмотреть результат экспорта. Параметры 3D эффекта, создаваемые на результирующем изображении, зависят от параметров параллакса, которые мы задали. Но общее качество, конечно, зависит от точности карты глубины и от точности разделения на слои. На этом видеофрагменте показан результат печати лентикулярного 3D изображения размером 100 на 70 сантиметров.